Жительница США по имени Рэйчел уже много лет работает волонтером по спасению животных и дарит свою заботу каждому спасеннышу. Не так давно, стоя у окошка выдачи ресторана, Рэйчел заметила в кустах пару испуганных глаз. Она приблизилась и увидела котенка, который дрожал от страха. Его кто-то привязал, и малыш даже не мог позвать на помощь. Девушка пыталась погладить его, но перепуганный малыш боялся людей, видимо, прошлые хозяева были очень жестоки с ним. К счастью, ей удалось освободить котенка. Перепуганный малыш изо всех сил пищал и пытался вырваться, но девушка настояла на своем и отнесла его к себе домой. Кроха был слабеньким, голодным, покрытым блохами и к тому же с инфицированным глазом. После купания, лечения блох и долгожданного обеда его завернули в одеялко. Наконец, малыш начал успокаиваться. На следующий день котенка отнесли к ветеринарам, те определили, что ему около 6 недель. У малыша не было отслеживающего микрочипа, и в округе никто не сообщал о пропавшем котенке. Так, Рэйчел продолжила за ним ухаживать. Котенок начал медленно привыкать к дому Рэйчел и даже сдружился с ее домашним котом, Хадсоном. Чуть позже взрослый кот, видимо, принял этого кроху за своего сыночка. Он удивительно нежно обходился с малышом. Хотя котенок прекрасно поладил с другой кошкой и собакой хозяйки, с Хадсоном у него была особая связь. Они начали играть, спать, кушать вместе. Малыш хвостиком ходил за своим наставником, обучаясь у него всем кошачьим делам. Изначально Рэйчел с парнем планировали просто оставить котенка на передержку, но у Хадсона оказались другие планы. Видя, как эти двое близки, Рэйчел не могла их разлучить. Она решила оставить малыша навсегда. Так у крохи по кличке Бронкс появилась семья. Хозяйка души в нем не чает, Бронкс невероятно разговорчив, особенно если хочет привлечь наше внимание. С ним действительно можно разговаривать. А еще он любит поцелуи и сделает что угодно, чтобы получить их, говорит Рэйчел. Сейчас Бронксу 4 месяца, и он вырос в очаровательного красавчика. Он здоровый, активный, игривый мальчик и все так же обожает своего кошачьего наставника Хадсона. Спасибо доброй девушке за то, что она спасла эту маленькую жизнь.